первой серии Ларнака удивила пустыми пляжами, уютным хостелом за 45 евро и церковью, от которой реально мурашки. Но самое интересное только начинается. Сегодня продолжим ломать картинку типичного курортного Кипра. Честные цены, нетуристические улочки и то, что обычно остается за кадром красивых влогов. С вами Сергей, погнали гулять по Ларнаке. Так как мой отель находится в самом центре, мой отель, боже, как звучит, отель, хостел, в котором я остановился, находится в самом центре Ларнаки. Вот за моей спиной мусульманская мечеть. Я поворачиваюсь, крепость и набережная. Вижу, не пищи. Поэтому давайте погуляем в этом районе, и потом пойду я, скорее всего, по набережной. По набережной пойду вдоль в сторону аэропорта к розовым фламинго, к Солевому озеру. Ларнака Medieval Museum. Давайте зайдем в музей. 2,50 тикет стоит. Вот смотрите, я зашел без билета на территорию. Мне просто интересно, территория получается без билета, а в экспозиции. Да, одна сама экспозиция, которая там находится, она с билетом. Вот какие пушечки, остатки пушек стоят ржавые. Мне так кажется, это прям оригинальные пушки, не новодел. Видите, в таком вот состоянии они находятся. Стены толстенные у форта. Мы сейчас с вами когда выйдем... О, как отсюда кайфово смотреть на. Смотрите, вот эти очень красивые домики. Белые дома с голубыми ставнями, дверьми. Мне они очень нравятся. Примерной датой строительства замка считается 14 век. В то время Кипром правил король Яков I. Его еще называли Жак I де Лузиньян. Изначально замок создавался как оборонительный форт гавани и южного побережья. Одновременно он был главным торговым портом города. О, кайф. Люди кайфуют, смеются. Есть чего. Море все же. Тепло. Мы когда летели в самолете из Варшавы, когда уже приземлились, а ребенок спрашивает у мамы, типа, мама, а что здесь, весна? А она такая, нет, просто здесь тепло. А на Варшаве мы улетали, было холодно, ну там -8, а здесь +2. Вот так, из холода в тепло, и, конечно, настроение совсем другое. Вон оно, ларнакское настроение. Я в каждом видео, наверное, вам говорю, что когда вы путешествуете зимой по тем местам, в которые летом, в теплое время года просто сотни тысяч, миллионы людей едут, тут совсем другой вайб этих путешествий зимних. Не спеша, мало людей, вон, самолет идет на посадку. Тут аэропорт же совсем практически в черте города, от центра города до аэропорта можно пешком дойти за час. Окей, друзья, давайте спустимся с этой стены крепостной. Очень много поляков здесь. Секрет прост, Wizz Air рулит. Недорогие билеты до Ларнаки. На самом деле Wizz Air отсюда летает и в другие страны. Тоже Армению, по-моему, там 40, максимум 40 евро билет стоит. Почему бы людям не прилетать? Это супер, когда можно за недорого прилететь в другую страну, отдохнуть пару дней и потом полететь дальше. Получается, сделали мы с вами круг по этому музею. Да, друзья, я вот вижу, там вышел человек, он вышел с билетом в руках, а я просто как-то так получилось, что я в кассу не зашел. Ой, я не зашел в кассу, получается, показал вам музей Ларнаки за бесплатно. Вот, вышли из форта, торговая центральная улица улица вдоль набережной. Морская погода такая непредсказуемая. Только вот я приехал, шел дождик, потом было пасмурно. Сейчас, смотрите, небо разъяснилось, и вон там солнышко выглядывает. Море. Кайф. Смотрите, как море стало совсем по-другому играть, да? Какие цвета у нее стали. О. Вот такая благоустроенная набережная. Я уверен, что вот это все, что вымыло морем, оно убирается в сезон. И кайфово людям здесь гулять. Чисто.
Вообще вот приезжать в города, где есть море, можно просто только из-за моря. Не углубляясь в глубины самих городских построений. Смотрите, как прикольно. Сидят две фигуры. Папа, видимо, с сыном. Проходя мимо ресторана индийской кухни, хочу сказать, что для меня стало открытием, что здесь столько много индусов, либо пакистанцев. Ну прям как будто их завозят сюда самолетами массово. Конечно, местные кафешки, рестораны – это рай для гурмана. Они, во-первых, очень красивые, судя по запахам, очень вкусно там. Ну и, конечно, набережная, повторюсь, шикарная. Здесь, получается, два уровня пешеходной зоны. Это верхний уровень и чуть-чуть левее нижний уровень. Но и здесь уже нет пляжа, да? Пляж вон там закончился. Там, где форт, получается 500-метровый пляж. А мы идем до пляжа Маккензи, который ближе к аэропорту. И все вот эти заведения, то есть по левой сторону моря, по правую сторону кафешки, рестораны. Не знаю, насколько часто тут цунами, но на набережной вот такие есть таблички, видите, с указанием, куда бежать на случай шторма. Бежать вот туда, в переулки. Мне кажется, здесь цунами не бывает, потому что какие цунами на Средиземном море? И так дома прям вплотную стоят практически к морю, они все целые. Мне кажется, тут излишне думают про безопасность, про вообще возможность этого цунами. Если вы сюда приезжаете с детьми и вашим детям захотелось покататься на качелях, есть такая олдскульная детская площадка. Я вам сейчас ее покажу. Смотрите. Детство для серьезных детей. Видите? Но зато в тенечке. Тут деревья, в отличие от набережной, где солнечные лучи летом просто, наверное, испепеляют все. Сегодня был такой курьезный случай у меня. Я приехал в аэропорт Варшавы, чтобы сесть на рейс до Ларнаки, Кипр. Иду, прошел транспортный контроль, подхожу к табло, смотреть, куда, к какому гейту выходить. Там написано выход 1Н. 1Н, ну, приставка N, это значит, что нужно проходить пограничный контроль. То есть выезжать за пределы Польши. И я такой, бляха-муха, как так может быть? Ну, то есть я настолько привык, что по Европе можно путешествовать без визы. Я был уверен, что Кипр тоже страна Шенгена. Я даже не погуглил, не провел ресерч этого направления. Но благо паспорт позволяет спокойно влетать на Кипр. Вот, я пошел на паспортный контроль. А так для меня был просто, как так? Вот привыкаешь к хорошему, да, привыкаешь к миру без границ, что ты захотел куда поехать, взял и поехал. Кстати, вот такое сыграло со мной плохую шутку с одной из африканских стран. Я купил туда билет, но не полетел, потому что буквально за один день до вылета я узнал, что туда нужна виза. Ну вот так. Проводите ресерч и следуйте направлению, куда вы едете, чтобы не попасться. Как интересно получается, вот заканчивается набережная. Видите, бетонные плиты. Здесь уже камни с водорослями высушенными. Вот молодой рыбак. Смотрите, сколько водорослей, на которых сидят вон чайки. Как будто вот это все наслоение, такой толстый слой водорослей.
Видите? Вот в бухту вот так вот заносит. И туда они уплотняются. А там уже марина для корабликов, яхт. Когда уходишь в сторону марины, тишина такая. Отсутствие шумов машин, мотоциклов. Только местные жители с детьми гуляют. И вот смотрите, какие рыболовные шхуны, которые ловят рыбку, свеженькую привозят, потом и сразу в рестораны доставляют. Бухта — классное место для уединения. Мне очень понравилась она. Даже не знаю чем. Какое-то тут настроение есть. Вон, люди сидят на камнях. Видите, пара просто наблюдает за морем. Наверное, это настроение отстранения, тишины, да, вот, когда хочется побыть вне социума. Но я сюда приехал не быть вне социума, да, что-то прям нагоняю я вне социума, побыть одному, да еще сесть помедитировать здесь на камнях. Не, нас ждет Маккензи. Я очень хочу все же, я не знаю, успею у меня сегодня или нет, до заката солнца дойти до озера, Солевого озера и показать вам фламинго. Мимо проезжал на автобусе. Столько много фламинго розовых на этих озерах. Ну как, на этом озере, оно просто такое большое. Вот сидит красиво. Рядом с бухтой есть классное место. Такое называется Нуса Бич Бар. Вся в зелени. Видите, такие павильоны кайфовые. Так она оформлена. Очень атмосферно. А летом здесь, наверное, движ, музыка. Вот пляж сразу за ним. Тоже мне очень нравится. Да, и вот совсем другие дома, видите, отличающиеся от центральной части города. Сейчас мы идем к краю. Местный кот рыжий ждет, когда запустят воздушное. Przepraszam. Пальмы маленькие, когда вырастут, здесь, представляете, здоровые такие пальмы будут, много будет тени от нее. Получается, дорожка закругляется. Там по песочку прямо, там вот где-то Маккензи, и там озеро Солевое. Все, выходим в жилой массив. И да, смотрите, в Ларнаке есть велодорожки. Они прям по всей набережной выделены отдельно для велосипедистов и пешеходов. Я дошел до пляжа Маккензи и даже нашел тут два лежака. Вон, видите, за мной. Люди лежат, отдыхают. Можно сказать, сезон открыт, лежаковский сезон. Зимой Маккензи выглядит так себе. Вы представляете, сколько тут летом людей. Короче, Маккензи вообще самый протяженный пляж, самый большой пляж Ларнаки. От центра до аэропорта длина его протяженность около километра. Поэтому он идет туда, куда я иду, но я вам весь километр показывать не буду. Поэтому имейте представление. Вот такие дома стоят на набережной возле этого пляжа. По моим таким ощущениям, он больше молодежный. Я не знаю, как здесь летом, в сезон курортный, но мне кажется,
какой-то более динамичный. Может быть, из-за окружающей среды. Ну, из-за вот этих же домов, которые здесь находятся. Кстати, еще один прикольный момент, который есть на Маккензи. Путь самолетов при посадке, он лежит прямо вот здесь недалеко. И когда самолет садится, максимально близко пролетает над землей и этим местом. Ну да, слушайте, касательно движа, вот здесь есть площадка волейбольная, да, она как бы такая действующая. Вот люди катаются на досках. Пожалуйста, прокат работает. Видите? Поэтому мое предположение, что это молодежный какой-то движовый пляж, они, собственно, подтверждаются. Mackenzie Beach Water Sport. Ну, кстати, цена. Jetbike, видите, 50 евро, 15 минут. Что вам еще? Банан. Персоны 15 евро. Что еще интересного? Wake серфинг. Обучение 60 евро. Вот такая аллея. Зеленая. Видите, Бельведере водка. Seafood Альмар бар. А вот, короче, место, видимо, понтовых ресторанов. Таких дорого оформленных. Много зелени. Ну и много людей. Несмотря на то, что сейчас не сезон вообще. Все занято. Посадка, мне кажется, там 90% в ресторанах в этих. Удивительно, конечно. Хотя, что удивительного? Что удивительного-то? Люди из Европы приезжают там, где холодно. Здесь тепло, отдыхают, тратят бабосики, развлекаются. Вон сколько с детьми. Море. Море отдыхающих с детишками. Вообще не удивительно. Я сам сюда приехал из -8 в +20. Если в центральной части города я вам показывал детскую площадку суровую, то здесь полагается для понтового района и более современные детские площадки. Честно вам скажу, тоска зеленая напала на меня. Шел среди рядов этих ресторанов, которые полны людей, компаний, целые столы. Ну, я не встречал, не видел я, чтобы там одинокий человек сидел какой-то. Я такой думал, блин, вот я один гуляю. Нет, чтоб Наташку с собой взять. Ну, ребят, в следующий раз возьму. Не получилось в этот раз по документам. Вот. В следующий раз с Наташей поеду. Я знаю, что вам нравится, как выпуски с ней. Ну, а здесь буду один-одинешенько гулять по городу и показывать его вам. Где-то 1,5 километра от моря, по ощущениям, пройтись от пляжа Маккензи, и будет соленое озеро. Озеро там, где зимой, осенью, зимой и весной вода, а летом как будто пустыня. Так вот, здесь живут розовые фламинги. Пожалуйста, фламинги, побудьте на озере, дайте мне вас заснять. Ну, короче, я надеюсь, они здесь. Сейчас, кроме меня, видите, еще есть люди, которые на этих фламинго пришли посмотреть. Фламинго есть, но их маловато как-то. Видите? Или это чайки там, какие-то мелкие. Короче, кто-то плавает, это чайки. Блин, а фламинго нет, ребят. Прикиньте. Нету фламинго. Ребят, я нашел, где обитает фламинго. Вон они ходят. Я не знаю, как вам показать. Приближу сейчас.
Они ходят по озеру. Получается, ну мелкое-мелкое озеро. Если фламинго хватает длины ног своих. Так вот, давайте я найду вам фламинго. Надеюсь, вы видите его. Их там несколько ходят. Что-то там еще кушают. Короче, не зря я прошел несколько километров, чтобы в итоге увидеть, что фламинго здесь есть, показать их вам. Но, честно скажу, красота вокруг озера, она намного круче, чем эти фламинго. Самое смешное, что со мной ходят люди, они ходят сами по себе, но получается, что мы вместе ищем фламинго, а в итоге нашли, все довольные, все счастливые, как будто не птицу розовую нашли, встретили, а не знаю, что-то, клад какой-то, или вот здесь что-то невероятно красивое, всего лишь фламинго. Как пелось в песне Свиридовой Алены, олды помнят, да, розовый фламинго, дитя заката, розовый фламинго здесь танцевал когда-то. Вот, не танцуют, но ходят по Солевому озеру. На берегу Соленого озера находится мечеть Хала Султан Теке. Это еще одна достопримечательность Ларнаки. Она является одной из самых известных мечетей не только Кипра, но и всего мира. Это 4-я по значимости исламская святыня после Мекки, Медины и Иерусалимской Аляксы. Она была возведена в честь женщины Харам, что совершенно нетипично для мечети. По легенде, она, как и другие знатные арабские дамы, которые обязаны были сопровождать своих мужей в военных походах, отправилась на Кипр с войском своего супруга, генерала Муавиас. Жена генерала и по совместительству тетя со стороны отца пророка Мухаммеда, сопровождая мужа, однажды подверглась атакам византийских войск, упала с мулла, на котором ехала, и сломала себе шею. Похоронили ее на берегу озера, а на месте ее гибели была построена мусульманская святыня Хала Султан Теке. Сама гробница Харамы покрыта зеленым бархатом и ограждена. Мечеть была перестроена в 1816 году, а вокруг нее был разбит пышный сад с большими фонтанами. Сам храм имеет восьмиугольную форму и лишь один минарет. Рядом с женской частью мечети есть небольшой колодец, у которого раньше дервиши загадывали желания. Если оно сбывалось, по традиции они оставались служить этому храму. Возле мечети есть несколько построек, в которых они жили. Так, за сегодня я прошел 11 520 шагов. Это можно считать только по Ларнаке. И я вам не показал, наверное, и половины того, что здесь есть. То есть впереди мне еще 11 000 шагов. Да, потому что вернуться нужно в центр города от этого озера. Автобусы, к сожалению, не останавливаются на остановке, которые из аэропорта едут. Короче, до озера можно доехать так. Либо каршеринг, либо такси, или же прокатная машина, или 2 ноги. Из аэропорта до озера чуть больше километра, от центра города до озера около 3 километров. Выбирайте, что вам больше по душе. Я выбрал, у меня другого варианта нет. Идти пешком, обратно возвращаться в город. Впереди у меня 3 километра пути до центра города. И в итоге я сейчас пойду и покушаю. Потому что я хочу есть. И я боялся, что погода испортится, я вам не покажу фламинго. Показал фламинго, я надеюсь, вы увидели. По примеру озера красивое вы увидели. Потому двигаю до центра. Вечерняя. Мне интересно, как будет выглядеть Ларнака вечером. Если тут какая-то подсветка красивая, насколько она вне сезон яркая вечером. Вот мне это интересно. Друзья, если вы досмотрели это видео до этого момента, я думаю, что есть смысл поставить лайк ему и подписаться на канал. Это будет мотивировать нас, меня и Наталью, делать больше путешествий. А вы не пропустите новые видео. А впереди очень интересная серия. Я еду в Индию. И будет 4
а может быть больше крутых индийских города, откуда я сделаю выпуски. Поэтому подписывайтесь и рекомендуйте наш канал своим друзьям. Ни для кого не секрет, что на Кипре очень любят футбол. Несмотря на то, что страна не добилась каких-то больших успехов на международной арене, в каждом городе, наверное, есть академия. И не исключение город Ларнака. Здесь есть академия Николая Федотоэ. Препрашиваем за мой кипрский. Вот, смотрите, это поля, вон там еще поля. И, по-моему, это искусственный газон, но очень качественный. Вообще в высшей лиге Кипра, по-моему, 14 команд. Среди них команда Красава, Савина. Поэтому я искренне переживаю за эту команду, за Красаву. Надеюсь, они в этом году останутся в премьер-лиге. Не только, тут только вышли первый раз в премьер-лигу Кипра. И они будут расти еще дальше. Поэтому, кому нравится Красава, лайк моему видео. Я иду в центр, мимо жилых массивов, таких подгулявших, новых. Вот видите. Вообще глаз радуется, когда видишь пальмы, вот эту зелень. Конечно, кто местный привык уже к пальмам, а нам, жителей непальмовых стран, это все в диковинку. Что касается дорог, кстати, хотел сказать. Дороги так себе. Я думал, что будут все же получше качество дорог. В заплатках почти все. Но, видимо, бюджет не позволяет делать качественные дороги. Кстати, видите, машина поехала с красным номером. Красный номер на автомобилях, это означает, что автомобиль в прокате, арендованный. И, скорее всего, кто арендует автомобиль? Туристы. И если видит местный автомобиль с красным номером, значит, едет турист, значит, он будет немножко подтупливать. Потому что движение, во-первых, левостороннее, во-вторых, он не знает город, поэтому будет ездить медленнее. Такая фишка, особенность. Да, еще что хотел сказать. Видите, дома строят без первых этажей. Ну, то есть первый этаж отдается под паркинг автомобилей. Прикольно. Это дешевле, чем строить подземный паркинг. На сваях поднял, даже не на сваях, просто поднял дом. И под домом паркуешь автомобили. Вот пример градостроительных решений. Это, получается, новые дома, современные, такие внешне красивые. Видите? Вроде симпатичные. Неизвестно, что с ними будет, конечно, через какое-то время, хотя известно, вот этот дом вроде новый, а уже там, где кондиционер стоит, уже плесень, все потекло. Есть и вот такие архитектурные решения. Видите, маленькие домики, одноэтажные, это, видимо, как бы совсем давняя постройка. И вот напротив них вот такие. По вопросу градостроительного и комфорта. В Ларнаке нет центрального отопления, в домах и нет центрального горячего водоснабжения. Поэтому в каждом доме стоят на крыше такие вот бочки, видите, которые нагреваются солнышком. Солнышко есть тепленькая горячая вода в доме. Солнышка нет, ну как бы, извините, водички тоже горячей нет. Зато бесплатно, солнце греет, за обогрев воды вы не платите. Друзья, что бы выбрали вы? Какой вариант? Жить с центральным отоплением и подогревом воды и платить за это? Или же быть зависимым от наличия солнца и интенсивности, но при этом экономить на обогреве? Кстати, в Ларнаке 300 солнечных дней в году. Представляете? Напишите в комментариях, как бы вам лучше жилось. Платя за обогрев или же бесплатно от солнышка. Смотрите, как здорово. Лимоны
точнее лаймы. И лимоны живут вместе, растут вместе. А вон абрикоска еще. Вышел во двор, сорвал лайм. Или лимончик, или мандаринчик, кому что нравится. Сорвал лимончик. Ой, как он пахнет. Совсем другой запах, чем... Ну, не совсем другой, но прям... Ну, другой запах, отличающийся от лимона, который в магазине. Кайф. Аж голова кружится от запаха. Мне, честно говоря, жаль, что уходит вот такая архитектура, она меняется вот на современную. Понятно, что это не самый плохой вариант, современной архитектуры, но вот цветовые решения все же хочется, чтобы сохранялись традиционные, да, и создавалась единая колористика города. Ну, понятно, что этого быть не может, если не регулируется кем-то, там, допустим, властями города, и люди, точнее бизнес, ну и люди тоже строят дома так, как они считают нужным, в таком цвете, в каком они считают нужным. Ну, поэтому нарушается единый стиль. Может быть, это лучше, разнообразие, чем единый стиль. Хотя, мне кажется, в таких атмосферных городах, как Ларнака, все же было бы круто, когда соблюдался исторический цветовой, как бы, исторический цветовой, когда соблюдался бы цветовой код города. Вопрос о том, как здесь заботятся о котах. Видите, стоят миски с водой. И корма сколько насыпано. Вот шведский стол для котов. Пожалуйста, коты, приходите, здесь вас ждут. Сумерки накрывают город. С одной стороны он еще светлый, с другой стороны уже темнеет. Пришла пора ужинать. Ребят, я добрался наконец-то до завтрака, обеда и ужина одновременно. Оказался пивка и локальной кухни. Тамас, Тапас, Макас, не помню уже. Но на самом деле очень вкусно. Картошечка с мясом, со специями, кардос. Покушаю и пойду смотреть и показывать вечерний Ларнак. Так, ребят, покушал только что в этом рестике. Очень вкусно и недорого. Да, вышло ужин у меня 18 евро. Называется Милицы. Вот. А рядом находится рестик Аласия. Я в нем сидел минут 15, ждал, когда подойдет официант, чтобы меню принести. Никто не подошел, полный игнор. Поэтому Аласию я вам не рекомендую. А Милицы 100% рекомендаций в это заведение. Вкусно, недорого и быстрое обслуживание. Вечер опустился на Ларнаку, и я утеплился, одел жилеточку, не зря я ее взял. Если днем было плюс 20, то сейчас вечерком, ну, где-то прохладненько, но местами даже холодно. Вот, поэтому вышел посмотреть на вечернюю Ларнаку. Надеюсь, она будет такая же красивая, как и днем, а может быть еще красивей. Так, вот от мечети, да, там от гостиницы, от хостела. Выходим на набережную. И что мы видим? А мы видим, что улица торгово-ресторанная, она подсвечена хорошо, а, собственно,
собственно. Сама набережная, ну, в принципе, тоже. Я не скажу, что темно. Это просто темноты дает море. Да, видите? Вот она, бесконечная тембрева. Магазин I Love Larnaca. Почему я Ларника говорю? Larnaca. Действительно. Это сувениры Made in China, но с киприотским, скажем так, настроением. Шляпа 14 евро. Сумочка 5 евро. Всякие бусики по 4 евро. Сумочки, понятно, китайские по 2,40. Ну и там всякая мелочевочка, бижутерия. Все как везде на самом-то деле. Давайте пойдем в ту сторону. Влево от подарка Одессы Ларнаки, в сторону морского порта. О, нет, мы с вами пойдем не в сторону морского порта, вот сюда пойдем, в эту часть. Уютные ресторанчики и кафе в уютных улицах зимой пустуют, вечером. Но здесь настолько кайфовая атмосфера. Прям вечером, да, вот как-то налет романтизма, сказочности. Да, вечер дает как бы такой определенный налет. Что происходит? Почему? Друзья, хочу закончить выпуск про Ларнаку возле храма Святого Лазаря. Ровно там, где мы начинали этот выпуск утром. И несколько слов по моих ощущениях по Ларнаке. Город интересный. Если вы приезжаете отдыхать сюда как на курорт, ну, на пляж на несколько дней, конечно, вы не будете каждый день гулять по этим улицам и что-то находить новое, мне так кажется. Но вот 1-2 дня провести здесь, не спеша погуляв по окрестностям Ларнаки, тоже поездив, вам будет интересно. Мне город понравился, я ему ставлю твердую 5, 5 из 5 баллов, и я с радостью вернулся сюда теперь летом, в жару, толпы туристов. Хоть мне это не особо нравится, но почувствовать другой ритм, другую атмосферу Ларнаки мне бы хотелось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Каждую неделю выходят новые выпуски из разных стран, из разных городов. И давайте открывать мир вместе. Спасибо. Вечерняя набережная Ларнаки, та, которая в сторону порта. Собственно, ничего примечательного. Куча ресторанов, пабов, кафе, много людей. Некоторые уже не особо трезвые, что нормально для туристического города, курортного. Ну, так, чтобы
глаз зацепился за что-то. Нет, ну и, наверное, это уже не время, чтобы глаз за что-то цеплялся. Скорее всего, это время релакса, когда нужно выдохнуть и наслаждаться вечером. И благодарить за тот день, который у нас с вами был.